Здравствуйте, с вами программа «Культурный шок» на телеканале ТОН ТВ, я ее ведущий Марк Котлярский. Сегодня у меня в гостях Евгений Коган. Я представляю его, думаю, скажу, что не ошибусь, если скажу, что человек достаточно многообразный, но об этом я поговорю попозже. Пока же скажу, что из того, что мне удалось для начала выяснить о Жене, что он журналист, писатель, автор книг «Исключение из правил», «Енот и я», составитель сборника «Уже навсегда», постоянный автор, во всяком случае, то, что я видел, сайта «Букник» и многое другое. Жень, скажите, пожалуйста, что вот такое, на ваш взгляд, быть автором сайта «Букник»? Я видел, вы там писали о многих людях известных, достаточно встречались, да? Это что, это хобби или это как? Вы знаете, я не могу себя назвать постоянным автором «Букника». Я сделал там буквально несколько материалов. Просто я писал про какие-то вещи, которые мне казались важными и интересными. Ну, собственно, я не ощущаю себя именно автором «Букника», просто как приглашенный человек, который предложил несколько тем. Букник согласился, и получились материалы. Да, ну, во всяком случае, из того, что я читал, там достаточно такая широкая панорама, спектр достаточно представлен любопытный, скажем, от там, Владимир Рикшан, Александр Кушнир, там кто-то еще, там, я уж не помню, ну, такая, как бы такая достаточно представительная публика, которая представляет, скажем так, различный спектр русской культуры. И у меня, естественно, как бы читая вас, у меня возник такой вопрос. На ваш взгляд, если вы тем более общались, писали об этих людях и занимаетесь этого рода вопросами, что вообще такое сегодня русская культура? Я, опять же, не отвечу вам на ваш вопрос. Я не знаю, что такое русская культура. Я не могу сказать, что я очень слежу за чем-то, что можно назвать русской культурой. А как любой человек, любящий читать и слушать музыку, и смотреть кино, я читаю книги, слушаю музыку и в меньшей степени смотрю кино, потому что с кино у нас, в общем, некоторые проблемы. Есть какие-то авторы и там, и там, и там, которые мне нравятся, есть какие-то авторы, которые мне не нравятся, но, скажем, выявить какую-то тенденцию в современной русской культуре, какие-то важные ее направления, вряд ли я смогу. Мне кажется, что она развивается так, как развивается, и, в общем, дай бог ей здоровья. То есть никаких, да, дай бог ей здоровья, вечная память, пошли дальше. Значит, хорошо, то есть я понял ваш ответ, как всегда, это чисто по-еврейски, уйти от вопроса, это самый лучший ответ. Я понял. Хорошо, давайте поговорим на другую тему. Ладно, о русской культуре мы, так сказать, на время забудем. Меня заинтересовала ваша любопытная публикация, которая называлась, по-моему, вернее, там предоставили вам слово, скажем так, назывался он «От Когана до Кагановича». Это да, это моя любимая публикация, которая была изначально постом, я не помню где, или в Фейсбуке, или в LiveJournal, и потом из нее появилась статья. Да, я могу рассказать эту историю. Ну, конечно, Да, это было... я читал, но вы расскажите. Да, это была прекрасная история. Я в 2 часа ночи, уезжая от друзей, у которых там были некоторые проблемы, и мы с ними долго разговаривали, потом я стоял в 2 часа ночи где-то в центре Москвы, было очень холодно. Я пытался поймать машину и продолжал с этими друзьями бесконечные телефонные разговоры, поэтому уже перестал ловить машину, и минут 40 мы разговаривали, пока у меня не отмерзла рука. И потом я повесил трубку, поднял руку, остановился какой-то раздолбанный абсолютно «Жигуленок», мне кажется, я уже не помню сейчас. Вот, и там сидел такой рыжий человек смешной, который сказал «садитесь», и мы с ним моментально разговорились, и он начал как-то шутить так... не очень смешно. Но так как нам надо было ехать, я как-то так интеллигентно посмеивался, говорил, да-да-да, там отличная шутка. Потом разговор быстро перешел на литературу каким-то образом, он заговорил. И он что-то сказал на идише, какое-то слово. И я его спросил, а вы знаете идиш? А у него висел крестик около зеркала. Вот. И я его спросил, а вы знаете идиш? И он сразу начал говорить, что, а как можно не знать идиш? Да вот, а почему вы думаете, что я не знаю идиш? А если у меня висит крестик, так это что, я уже не еврей, а вот то все 5-10. И долго рассказывал про своего отца, который, значит, крестился, и про себя, что он уважает разные религии, дело не в религии. А потом сказал, а я, кстати, между прочим, еврейский писатель. Меня зовут Михаил Каганович. Я говорю, ну, хорошо, мало ли, в общем,
еврейских писателей, да, фамилией в Кагановича. Москве. И все. И он меня довез, взял какие-то смешные деньги, и через несколько дней я, вспоминая эту историю, подумал, а вдруг он действительно какой-то хороший еврейский писатель. А я не знаю. Да, какой-то, ну, условно, новый Исаак Бабель. А мы же не знаем, так как, в общем, напечататься, прямо скажем, не очень просто, и надо найти какие-то лазейки, пути и так далее. Я думаю, надо посмотреть. И я начал рыться в интернете и нашел, что действительно есть некий писатель Михаил Каганович, у которого вышло там 3 книжки малюсенькими тиражами, в издательстве, которого я не знаю. Вот, и я нашел это издательство. Сказал, что я хочу читать эти книги. Мне сказали, да, конечно, значит, я заказал на сайте. Спустя еще какое-то время мне сказали, что в этом издательстве все заболели, они не могут приехать, привезти. Ну, в общем, какая-то была такая странная, да, история. И поэтому я поехал на склад, где рылся на складе, и нашел эти книжки, 2. Там была одна поэтическая и 2 прозаические. Я купил 2 прозаические книги за какие-то смешные деньги, каждая издана тиражом, не помню, 700, 600 экземпляров. Ну, то есть ни о чем. Вот. Приехал домой и как-то так положил их на полку, думаю, ну, надо почитать как-нибудь. Вот. И потом, в конце концов, я их прочитал, и это оказались совершенно прекрасные книги. И я написал про них несколько статей, и ужасно всем их рекламировал, потому что это действительно такой классный русскоязычный еврейский писатель. Это была первые 2 части трилогии. Я не вспомню, как они сейчас называются, к сожалению. Вот. По-моему, начало романа и на конской тяге. Да, на конской тяге, вот у меня записано. Да, начало вот. романа и на конской тяге, да. И обещали, что он напишет еще 3-ю часть этой трилогии заключительную, но я не нашел ее. Может быть, он не написал или там издал где-то в другом месте, я не знаю. Но история была совершенно гениальная. Еще смешно было, когда он сказал, я вот еврейский писатель, и я сказал, ну, в общем, и я тоже, подумав, что вот встретились 2 таких непризнанных гения. 2 еврейских писателя. Да, в старом «Жигули», в центре Москвы, в холод. Потом он сказал, что он Каганович, и я подумал, а я Коган. Что-то в этом есть. Да. Вот. И, в общем, прекрасный писатель, про которого никто не знает. А что это, что-то вроде Давида Айзмана или Семена Юшкевича? Что это напоминает? Это такое жизнеописание вперемешку с какими-то идишскими байками, то ли из его жизни, то ли вообще из жизни мирового еврейства идишского. То есть это абсолютно автобиографические вещи, но они такие фантасмагорические, они, я не знаю, ну, все, что фантасмагорическое, сравнивается с Маркесом. Да, конечно, это не Маркес. Но... Почему? Нет, магический реализм сразу Маркес. Это не Маркес. Но это вот что-то, я не знаю. То есть там есть много чего. Там есть Шолом Алейхем, ну, если говорить про еврейство, да. Там есть Шолом Алейхем, там есть там Бруно Шульц, наверное, хотя он не... Даже Бруно Шульц. Ну, при том, что он не еврейский, как писатель, да, он не укоренен особо в еврействе. Ну, я бы не согласился. У него еврейское мировоззрение. Ну, не важно, он не пишет о еврействе, но тем не менее... Ну, может быть. При этом там... Прочитать его «Коричневые лавки», скажем, может быть. При этом там есть какие-то абсолютно... Бруно Шульц по стилю интересно, вот именно по... Нет, это не по стилю, это скорее по какому-то настроению, атмосферчески. Нет, по стилю, мне кажется, на Бруно Шульца не похож никто. То есть это такой еврей, то есть он правильно себя абсолютно назвал. Я вам скажу, кто похож по Бруно Шульцу. Это Саша Гольштейн. Вот я когда прочитал Сашу Гольштейна, я понял, откуда идет Саша Гольштейн. Это именно Бруно Шульц. Может быть. Потрясающе. Неважно. А что, кстати, с ним стало дальше-то? Я не знаю. Вот у меня 2 его книжки. То есть в интернете их найти невозможно? Только книга, оно в бумажном варианте только, да, я понимаю? Я не читаю электронные книги, поэтому я не искал. Нет, я тоже не особо не читаю. Я просто не искал. Но вот они есть бумажные, и я написал тогда пост, потом вот для Сноба меня попросили написать, я написал для Сноба. Или для Букника? Ну, для чего-то. Нет, для Сноба, по-моему, я написал про них. Для Сноба, и там, где вас цитирует, там какая-то девушка дает вам слово, и идет ваш большой рассказ об этом. Да. Вот, да. И, по-моему, еще куда-то я писал, и всем рассказывал, и просто носился с этой книжкой, особенно вот с первой частью, потому что она как-то очень мне вообще же, Женя, из наших приватных разговоров, еще до передачи, мы с вами уже успели пообщаться, вообще человек, который любит делать какие-то открытия
да, так сказать, то есть, особенно это касается литературы, конечно. Вот случай как бы с Кагановичем, это сейчас подтверждает. Но давайте немножко уйдем от литературы. Вы упоминали, кстати, и я привяжусь к этому слову, и вы поймете почему. Когда вы писали об этом Кагановичу, когда вы писали, что вот я подумал, может быть, какой-то новый Бабель. Кстати, о Бабеле. Да, вот, так сказать, хорошая тема, да, вот тема, с которой все носятся последние 1,5 месяца, вот открытие магазина литературного в центре Тель-Авива, книжного, пардон, под именем Бабель, вызвало достаточно большой резонанс, причем самые разные. Я читал как бы разные отклики, и позитивные, и негативные. Позитивных больше. Позитивных больше, сказал скромно Евгений Коган. Ну хорошо, раз так, значит так. А почему именно Бабель? А у нас есть заготовленный на этот ответ. Прям заготовка. Она есть, да. Ну, что вы не первый и не последний, кто задает этот вопрос. Ну, понятно, это он лежит на поверхности, я понял. Да, потому что, во-первых, мы любим Бабеля, а во-вторых, книжный магазин «Хармс» уже существует. А где, в Москве? В Киеве. А, в Киеве. Да. А на самом деле мы просто очень любим Бабеля, и когда мы... Ну, это один из наших любимых... Нас, в смысле, это мы с женой открыли этот магазин. Понятно. И это один из наших любимых писателей, и когда мы думали, как назвать магазин, как-то возникло это слово. К тому же, если его писать... Ну, тут еще происходит игра, да, если его писать на иврите так, как пишется фамилия Бабель, это бет алиф бет ламет, а это слово может читаться не только как Бабель, но и как я сейчас ужасно произнесу. Бавель, Баэвель, в скорбь, то, что настроение, которое возникает на кладбище. Что нам, Баэвель, да, что нам не очень подходит, поэтому мы взяли другое слово, мы взяли бет ламет, Вавилон, да? Вавилон, его можно сказать, как Вавилон. Да, но, Бавель. Да, Вавилон, но да. мы взяли слово Бавель, мы взяли Вавилон, но поставили в нем огласовки так, чтобы оно читалось как Бабель. То есть еще и вот такая игра. Ну, я могу сказать вам, что как бы все зависит от того, знаете, помните, когда знаменитую эту байку, когда у Буденова спросили, нравится ли ему Бабель. Да, это тоже уже... Он сказал, смотря какая Бабель. Обязательно. Да? То есть, да я не к этому, я к тому, что как бы, то есть, назвать-то магазин можно, как бы, да. Я, кстати, очень долго искал, кому принадлежит фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет». Капитан Врунгель. Говорят, что капитан Врунгель, да. Вот, ну, как бы вот, и куда поплывет, спрашивается вот этот Бабель, кстати. Вечность. Ну, вечность это оставьте, это уже поэтический как бы образ. Ну, а если говорить более конкретно, да. А что значит куда поплывет? Планы, я имею в виду, что, планы, чего, какой курс, планы, что, чего, как вы собираетесь менять? Светлое будущее. Мы не собираемся менять. Коммунизм, мы не собираемся менять. А что вы собираетесь? Мы собираемся жить, работать и нести в народ разумное, доброе, вечное. Мы хотим продавать хорошие книги, мы хотим про них рассказывать. Это много лет, вот я там читаю какую-то книжку, например, и я понимаю, что, в общем, ну, скорее всего, мало кто ее читал, а не то, что я такой великий, крутой, умный, просто ну, вот случайно так получилось, вот она мне попалась в руки. И я начинаю бегать и кричать: ребята, посмотрите, вот вышел там, я не знаю, Павел Зальцман, 600 экземпляров. Ну, давайте скорее его покупать. Это вообще один из главных романов 20 века, а вы же никто не знаете. Это тот Зальцман, который жил в Израиле? Это тот Зальцман, который жил в России, это который ученик Филонова. Да, художник. Художник. Да. Ну, вот издательство «Водолей» несколько лет назад издало его роман «Щенки незаконченные», который он писал 20 лет. Это про голод гражданской войны, такая фантасмагория сюрреалистическая, невероятная совершенно. И действительно, там 600 экземпляров, 400, я не помню, ну как-то смешно. Вот. И я с этой книжкой, и с этой, и там с другой, и с третьей, и с пятой, и с десятой, и, ребята, посмотрите, это же вообще, а вдруг вы не знаете. И сейчас у нас появилась возможность это делать как бы, и тут мне не подобрать слово, это делать. Мы открыли магазин, в котором мы можем рассказывать про какие-то вещи, которые мы любим, и про которые, может быть, кто-то не знает. И я уверен, что у этого есть спрос, потому что это не просто, если говорить, да, про книжный магазин, это не просто книжный магазин, это некое, мы хотим сделать, да, мы работаем всего чуть-чуть меньше месяца, поэтому сложно еще говорить, но мы хотим сделать некий клуб, может быть, литературный,
у нас есть не только книжки, у нас есть там встречи, презентации, поэтические вечера, лекции, то есть все что угодно. Какие-то вещи, которые про разговоры, про слово. Нам интересно слово. И, ну и вот. Ну и плюс, естественно, у нас книжки, у нас есть хорошие книжки, которых не очень много, но за каждую из, ну, практически за каждую из которых мы ручаемся. Мы готовы про них разговаривать и объяснять. И, собственно, уже несколько раз так было, когда к нам приходили люди и говорили: слушайте, вот что-то почитать хочется. Мы говорим: а что вам хочется почитать? Там, русское, зарубежное, нон-фикшн, фикшн, классика. Ну, выясняем. И дальше мы начинаем советовать. Человек верит, покупает. Потом проходит неделя, он приходит и говорит: вы знаете, вы очень круто, вы угадали, давайте-ка еще разок так сделаем. Это ужасно приятно. Ну, вообще, вы знаете, я опять не буду, наверное, оригинальным, Жень. Скажу, что благими намерениями, понятно, известно, куда вымощена дорога. Конечно. И потом, как бы, так сказать, ну, да, я допускаю, что, да, действительно, есть люди, которые, может быть, действительно понравится то, что вы им предлагаете, но, будучи, скажем, адвокатом дьявола, я могу вас спросить: ну, хорошо, ну сколько таких человек найдется? Ну, 2, 5, 10, 15. Это же не может длиться бесконечно. У нас Слушайте, страна знаете, маленькая. это старый еврейский анекдот, когда еврею продают, говорят, там, Хаим, тебе нужно вечное перо? Он говорит: зачем мне вечное перо, я не собираюсь жить вечно. А никто не говорит про вечность. Мы говорим, ну, то есть понятно, что мы рассчитываем на какой-то долгий срок, но мы посмотрим, нам интересно, это была наша мечта. А можно мечту воплотить, можно мечту не воплотить. Мы решили ее воплотить, пока у нас, тьфу-тьфу-тьфу, я не нахожу дерева, пока у нас получается. И мы видим интерес разных абсолютно людей. И там, ну вот условно, новые Ильи, которые сейчас, и старые Ильи 90-х годов, и каких-то разных людей. И к нам пришла недавно девушка, которая с 3 лет живет здесь, и она хорошо говорит по-русски, но не читает, и она хочет читать по-русски. И она просто начала покупать у нас классику. Вот. Мне кажется, что запрос на некое интеллектуальное общение, я сейчас говорю не про общение с нами, да, со мной и с моей женой, а на общение с людьми, которых мы сможем аккумулировать в нашем пространстве. Этот запрос есть. И мы, в общем, пытаемся как-то работать в этом направлении. Правильно, но простите меня за такой сугубо реалистический вопрос. То, что вы говорите, это очень так хорошо, это слушается, это так романтично, но есть же такое, простите, приземленное понятие, как некая экономическая составляющая, скажем так, да? То конечно, мы часто, ее просчитываем. Экономика не совпадает с романтизмом. Есть, к сожалению. Да, но все равно, во-первых, надо пытаться, во-вторых, понятно, что мы там цены на книги или на кофе или на чай, который мы продаем, мы берем не с потолка. И книги мы заказываем не только, не знаю, писателя Михаила Кагановича, но и книги, которые больше будут покупаться, естественно. Для того, чтобы жить, ну вот опять же тот разговор, который, мне кажется, мы с вами уже вели. Да, если рассчитывать на то, чтобы купить квартиру в Яффе через год, то, конечно, магазин русской книги в центре Тель-Авива — это не самая хорошая идея. Вот. А если говорить просто о воплощении мечты, с учетом, да, что это получится, и что мы сможем как-то жить, и магазин будет существовать и развиваться, на сегодняшний момент нам кажется, что это более чем возможно. И есть хорошие примеры этого в разных странах, например. Есть прекрасный магазин русской книги в Швейцарии, название которого я не помню. В Швейцарии, казалось бы. Где? В Женеве. В Женеве? Да. В Женеве, есть магазин русской книги в Стокгольме, который существует уже, по-моему, лет 17 или 14. Вот. Есть магазины в Израиле. Да, многие закрываются, но многие не закрываются. И те, которые закрываются, до этого существуют там 20 лет. Я могу привести статистику уже. На самом деле, в свое время, в разгар, когда еще не было интернета, в Израиле было примерно что-то свыше 500 магазинов русской книги. Сейчас осталось 40. Сейчас осталось намного меньше, да, только я помню, на одном был период расцвета, только на одном Алиме было больше 20.
Да, но Вот. сейчас их, Сейчас 3. ну, плюс наш 4. Нет, 3. С вами 3. Нет, 4. 4. Где 4, не помню. Ну, неважно, ну, 3-4, Да, в да, общем. 3-4, да. Неважно. Все равно разница большая. Безусловно, конечно, но мы же знаем, что не только спрос рождает предложение, но и предложение рождает спрос. Ну, это безусловно. Эта штука, экономическая штука, тоже существует. Вот. Правда, за тот месяц, что мы просуществовали, мы видим, что этот запрос есть. И есть люди, безусловно, которые нам говорят, что вы прогорите. Причем они говорят это, ну, как бы они знают, что мы То есть прогорим. основываясь на собственном опыте. Нет, я не уверен даже. Ну, есть те, которые основываются на собственном опыте, есть те, которые просто говорят, что мы прогорим, причем очень так уверенно. Такое ощущение, что они желают. Дай бог вам поскорее Ну да, прогореть. ну, на самом деле, я уверен, конечно, что не желают, но звучит это типа, ну, вы прогорите, конечно. Точно, 100%. Да, вот. Но есть очень большое количество людей, и это не только наши друзья и родственники, которые говорят: господи, наконец-то, слава богу, вот открылся магазин. Мне не нравится вот этот магазин интеллектуальной книги, но окей, магазин интеллектуальной книги. Он открылся. Ой, как здорово, вот мы посмотрели, вот по полкам прошлись у вас, нам все хочется купить. Пожалуйста. Но был подобный опыт подобного магазина под названием Дон Кихот. Дон Кихот был больше. К сожалению, скончался, так сказать, в муках. К сожалению, безусловно, к сожалению, скончался, но давайте говорить о том, что перед тем, как скончаться, он существовал 20 лет. Он был большим. У него была большая, я так думаю. Ну, да, там еще были проблемы, я их очень там было хорошо много. знаю. Я не знаю этих проблем, я но мы очень уважаем Дон Кихот, и очень нам нравится, что нас сравнивают и там воспринимают нас, я не знаю, как последователи, не последователи, продолжатели, да. Нам это очень лестно, потому что мы очень много хорошего и ничего плохого не слышали про Дон Кихот. Но мы не Дон Кихот. И мы не ничто другое. Мы магазин «Бабель», а мы не похожи на книжные магазины Израиля. Я не говорю про русскоязычные вообще. Может быть, мы именно те люди, у которых это получится. Ну, посмотрим, что называется, как бы, так сказать, вашими устами да мед бы пить. Это ну, неплохо. Было бы неплохо. Скажите, а вот из того, скажем, у вас есть уже какие-то намечены какие-то интересные планы, встречи с кем-то в ближайшее время? Да, какими-то интересными людьми? Да, мы не можем пока сказать точные. Вот мы сейчас верстаем. Не, я не говорю о точных числах. Мы верстаем программу на февраль, но у нас будет... Ну вот на сегодняшний день уже более или менее подтверждено, я пока не могу сказать на 100%, на 99%. У нас будет встреча с Ириной Врубель-Голубкиной, которая будет рассказывать про свою книгу «Разговоры в зеркале», про встречи с какими-то невероятными людьми, начиная от Харджиева и там, заканчивая Эриком Булатовым и так далее. А у нас будет, и это отдельная наша гордость, у нас будет поэтический вечер Михаила Гробмана, первый за... долгое время. Да, я не помню, что Миша выступал. Вот, он согласился. С поэтическими вечерами. Он очень круто читает стихи, ну и вообще эта фигура очень важная, мне кажется, для той самой русской культуры, о которой вы говорили в начале. У нас будет встреча с доктором Хаимом Беном Яковом. Да, из Тель-Авивского университета, у него только что вышла его очередная книжка в издательстве Гешарим «Еврейские вопросы в еврейском государстве». И он на одну из тем этой книжки прочтет у нас лекцию. У нас будет встреча с прекрасной Еленой Макаровой. У нас будет встреча с менее известными людьми. Вот Михаил Духовный, такой есть прекрасный совершенно экскурсовод, который прочтет у нас буквально скоро лекцию про Баухаус Тель-Авивский. Да, это очень интересная тема. Вот. Ну и так далее. То есть у нас уже очень много. Максим Крангаус, когда приедет в конце марта, насколько я понимаю, он приедет в Тель-Авив, и он обещал прочесть у нас лекцию, а Максим Крангаус — это очень важная фигура в лингвистике, и вот прекрасный лектор-рассказчик и так далее. Лика Длугач, телеведущая, журналистка и редактор, прочтет у нас свою лекцию. Пока не очень понятно, может быть, она представит свою книгу, может быть, она просто на какую-то другую тему выступит. Но это дико интересно. Вот. То есть у нас много очень планов. У нас только что прошла презентация Екатерины Крангаус, презентация ее книжки
«Я плохая мать», которая за месяц уже стала мега-бестселлером, и кончился первый тираж, и уже заканчивается второй. Ну и вот, у нас много планов. Ну, что Я, же, может быть, прочту лекцию. это тоже неплохо, да, тем более знаю, что вы занимаетесь моей любимой тоже темой литература, русская литература 20-30-х годов, хотя на самом деле очень интересно было бы ее смотреть в переплетении с ивритской литературой 20-30-х. Здесь много интересных Я очень плохо знаю еврейскую много литературу, переплетений поэтому, 20-х, 30-х именно, я говорю. особенно 20-х. Здесь это очень любопытные переплетения. Окей, ну, как говорится, дай Бог нашему теляте, как говорится, в этой известной пословице. Что я могу сказать, Жень? Ну, действительно, поживем увидим, что называется, да? Вот, время наше подходит к концу. Спасибо за очень интересную, содержательную беседу. Спасибо я надеюсь, что действительно поживем увидим. Я хочу напомнить, что у меня в гостях сегодня был Евгений Коган, писатель, публицист, журналист и плюс ко всему еще человек, открывший новый магазин, книжный магазин под названием «Бабель», что само по себе тоже интересно. Вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.